Я покажу выкройку вот этого головного убора. Вот он у меня сейчас еще только на иголочках. Я вот буквально полчаса назад его задрапировала. Мне осталось все это закрепить. Я разложила ткань. Ширина ткани 1,5 метра, минус 2 сантиметра кромка. Для головного убора я отрезаю сразу полосу 61 сантиметр. Так. Отрезаю 61 сантиметр. Так. И срезаю кромку. Так, теперь у меня это наша ткань. Вот на замш на трикотажной основе, искусственный замш. Мне необходимо отмерить 61 сантиметр. Обхват головы 59 и 2 сантиметра на припуске. Это две заготовки для нашего головного убора. Это наша шапочка, для которой нам еще нужно будет выкроить донышко. А это полоса, которая будет перекручиваться по шапке и создавать эффект чалмы. Такой декоративный шарф с интересной драпировкой. Две заготовки. Сразу вырежем наше донышко для головного убора. Длинный диаметр 19 сантиметров плюс 2 сантиметра на припуске. А узкий диаметр 16,5 сантиметров, соответственно, тоже плюс 2 сантиметра на припуске. Так. Донышко вырезается в один слой. Донышко можно проклеить, уплотнить его. Оно должно быть плотным. То ли может быть проклеено воротничковой клеевой. То есть но проклейку необходимо сделать до припуска. Обязательно нам необходимо сделать насечки. Так, шапочку мы покроили. Так, теперь у нас есть длинная ровная полоса длиной, она получилась длиной 90 сантиметров, а шириной 60 сантиметров, 61 сантиметр. Это наша драпировка. Узкая полоса, вот она, и донышко. Теперь мне важно здесь заложить склады. Будет крепиться вот два слоя к донышку, и подкладка будет закрывать только донышко. Нам нужно правильно разложить склады по кругу нашей шапочки. Верх будет из 4 слоев. То есть мне нужно разложить сейчас вот этот вот верх вот таким образом. И это и будет вот наш вот такой вот головной убор, в котором два слоя вот мы
два края сразу пришьем к нашему донышку. И вот здесь у нас мягкая форма, которая очень пластично по голове. Вот таких вот два края. Они не будет никаких внутри лишних швов. Вот оно все мягко, красиво выкладывается. А поверху уже из вот этой нашей части мы выложим драпировку. Так, теперь нам необходимо будет сострочить вот этот вот край, этот шов. Я его сейчас сметаю. У меня есть здесь припуски предусмотрены. Предварительно лучше сметать, для того, чтобы понять, может быть, она для вас великовата. Может, объем головы у вас немного меньше, и нужно сделать ее уже. То есть вот вы когда эту трубу соберете, то вы поймете, может быть, здесь вам нужно или наоборот добавить. То есть это уже от вашего объема головы. Ткань может быть различная. И пальтовые ткани, и жаккарды, и натуральная кожа, натуральная замша. То есть ткани могут использоваться, спектр ткани различен для нашего головного убора. Так, вот я сметала. Соответственно, этот шовчик, когда вы сострочите, вы его разглаживаете. Вот. Теперь я выворачиваю на лицо и намечаю. Сейчас мне нужно будет наметить линии, по которым нужно будет сгибать нашу ткань. Вот смотрим, припуски сантиметровые с одной стороны и с другой. Так, это мы делаем по лицу. Далее 15,5 сантиметров намечаем. Потом 15,5 сантиметров снова. И 14. То есть два отрезка по 15,5. То есть в общей сложности 31 сантиметр. И 28 сантиметров. Припуски по сантиметру. Нам нужно вот эти линии, по которым вот я метки поставила, надо будет обязательно провести мелом или мылом. Все, я сделала разметку. Значит, вот этот участок у меня один больше 31 сантиметр и сантиметр припуска. И второй участок 28 сантиметров и сантиметр припуска. Теперь что мы делаем? Мы перегибаем вот по этой линии. Вот так вот. И дальше у нас есть вот эти наши, мы видим разметку, и мы четко перегибаем, вот выкладываем. Это как раз наши мягкие сгибы. И у меня должны вместе соединиться вот наши два среза. Два среза вместе мы соединяем. Скрепляю вот в этом месте. Так. Мне необходимо сделать надсечку. Вот два слоя вместе я беру.
И вот здесь я делаю насечку. Вот так. Теперь я делаю еще с двух сторон. Это нам необходимо будет во время соединения с нашим донышком. У меня там тоже сделаны насечки. Так, теперь мы берем наше донышко. Вот. Ну, в данном случае у меня нет направления ворса. Оно, в общем-то, что туда, что обратно. Но вам придется учесть, в каком направлении ваш ворс на ткани. И, соответственно, там, где шов, это спинка. И ворс должен идти у нас как раз к этому заднему шву. То есть от переда к спинке. И я соединяю нашу метку вот задней частью. Так. Ну и соответственно все метки мне нужно соединить между собой. Вот сразу у меня получается 3 слоя. Слой донышка и наши 2 края. Теперь вот когда мы сейчас соединим вместе детали нашего головного убора и сметаем, можно будет уже вам померить на себя и понять, все ли вас устраивает. Вот у меня донышко четко входит. Так, сейчас я сметываю. На машинке было бы, конечно, быстрее, но опять же все зависит от ткани. Вот эта часть, это наше донышко, оно должно быть уплотнено. То есть здесь должна быть вырезана или же воротничковая клеевая, или же что-то плотное, там несколько слоев клеевой обычной, так чтобы донышко держало форму. В отличие от наших бортов, которые должны быть в принципе мягкие. Они, вот вы видите, за счет своей многослойности шапочка будет держать форму. Тут же еще появится наша драпировка. Теперь нам нужно здесь будет все закрыть подкладкой. Только подкладка будет дублировать донышко. Здесь нам подкладка не нужна. Теперь у меня есть вот эти вот наши линии наших сгибов. И есть вот эта линия, которая должна будет в дальнейшем у вас быть пристрочена. То есть если мы сейчас вот эту всю часть выворачиваем, вот я вывернула на лицо. Теперь вот здесь у меня вот проходят наши сгибы. И я соединяю вот здесь вот этот вот шов, наш припуск, вот, и эту линию, которую мы наметили. Вот я сейчас прокладываю вот по припуску и по линии.
здесь у вас будет проходить строчка. Вот эта строчка пройдет вот у нас вот здесь вот вдоль нашего донышка, вот вдоль нашего припуска. Теперь, когда у вас будет строчка, вы можете вот так вот вывернуть, и у вас все аккуратно. Вот здесь вот выкладывается вот такая как бы двойная склада. Вот это наша шапочка. Вот такая получилась красивая. Вот. Теперь вы можете посмотреть, примерить на свою голову. То есть тут вот нигде закреплять ее, ну разве что можно закрепить по заднему шву. Она закреплена вот здесь вот этим швом к припуску. Поэтому она держит форму. Нигде ничего съезжать, перемещаться не будет. Теперь у нас осталась вот такая полоса 90 сантиметров длиной и 60 сантиметров шириной. Эту заготовку мы должны выработать. Мы сшиваем изнутри по длинной стороне и по одной короткой, так чтобы была возможность через другую короткую сторону вывернуть. Мы выворачиваем это все, выглаживаем. То есть это мы подготовили полосу для драпировки, а один край остается не вывернутый. То есть вот он такой резанный край и остается. Он потом перекроется нашей драпировкой. Берем и складываем вот этот вот участок на 3 части. Вот таким образом. И нам и не нужно было здесь вырабатывать, чтобы у нас не было лишней грубости. Вот это место вам в дальнейшем нужно будет вот так вот закрепить. Не по центру, а сдвинуть сантиметров на 5 мы сдвигаем от шва. И прямо вот поверху настрачиваем. Вот эта вот вся часть закладывается в 3 слоя. Полоса получается шириной 10 сантиметров. Теперь я начинаю ее выкладывать. Ну, вот в этом месте можно вдоль шва не выкладывать, а вот немножко дальше отступить, потому что поверху здесь пройдет еще вот этот наш хвостик, вот этот край. Поэтому вот это место, пусть оно остается плоским. И вот здесь мы начинаем красиво всю эту драпировку создавать, закалывать. Вы можете уже на себе всю эту чалму формировать. Вот оно вот так вот формируется и приходит вот на задний шов таким интересным лепестком. То есть вот оно вот так вот должно у вас прийти. И когда выложите вдоль вот этой нашей драпировки, поднимая складочки, будете фиксировать на машиночке или вручную делать закрепки. Вы видели подобную шапочку, готовый вариант. Здесь я показала метод, как ее достаточно просто, быстро можно задрапировать. Причем вот эту верхнюю часть, ее можно сделать из другой ткани, контрастной. Допустим, на шоколадной основе, такой молочной полосой закрутить. То есть внести по цвету элемент контраста. Вот такой замечательный комплект у нас получился. Надеюсь, вы сами сможете повторить его. И надеюсь, вам понравилось это мое произведение. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, творите. До новых встреч на канале Мода с Владанной.